Всем привет, с вами Дэн. У нас сегодня два пилота. Это Zeppelin и Aviate. И я бы даже сказал, что такие противоположные пилоты, но тем интереснее будет. И давайте открывать. Кстати, и одна, и вторая модель была куплена на Joomla в магазине Creation Watches. И давайте смотреть, вот что у нас тут по Aviator. Aviate модель называется Hawker Hurricane Carry Dual Time Rangoon. И она в честь истребителя британского Второй мировой войны. Кстати, а вы знали, что в Best Watch вас ждет более 30 тысяч часов от ведущих мировых и российских брендов? Также у них доставка не только по России, но и по Беларуси и Казахстану. И есть программа лояльности с бонусами. Огромный выбор, оставил ссылку в описании к этому ролику, обязательно заходите, смотрите. Уж поверьте, выбрать есть из чего. Распакуем, потом будем, конечно же, смотреть, пока в сторонку отложим. И у нас Zeppelin, Friedrichshafen. Ну, естественно, такие непростые названия, да. Здесь инструкция на немецком, на английском. Еще какая-то бумаженция, ну, тоже в хозяйстве пригодится. Гарантийная карточка и, собственно, часы в пакетике. И у нас Friedrichshafen уже идет как механика на Мийоте. О, какие здесь парижские гвозди-то, красота какая! И давайте мы все распакуем и потом будем продолжать. Итак, ну что у нас здесь? Британский микробренд, немецкий бренд. И давайте об этом поговорим. Значит, на Joomla в Creation Watches кварцевый Aviate Hawker Hurricane стоит примерно 12 тысяч рублей. Я брал за эту сумму. Примерно 25 тысяч рублей Friedrichshafen of Zeppelin. Здесь механика, понятное дело, совершенно другая модель. Значит, и там плюс-минус в стилистике Второй мировой, либо до Второй мировой. Ну, короче говоря, сейчас посмотрим более детально по этим часам. Здесь японский кварц, хронограф, диаметр 43,5, толщина 12 мм, от ушка до ушка 50 мм, минеральное стекло 50 метров водозащита, то есть можно под душ и в дождь попасть. Здесь у нас Zeppelin, 50 метров водозащита, минеральное стекло, гильюше красивое, очень красивое на циферблате. Внутри Мийота. «42 часа запас хода», автоподзавод, 40 мм по диаметру, высота 12 мм, кожаный ремешок под крокодила и такой винтажный стиль. И здесь у нас есть дата и день недели, которые очень-очень-очень многие любят. Симпатичные часы, синие стрелки, парижские гвозди, сделано в Германии, зеркальная полировка по корпусу, тонко, все прям очень красиво. Мне нравится то, что делает Zeppelin. Я вообще люблю этот бренд. Всегда доступно, всегда недорого, всегда качественно, всегда прям очень приятно сделано, со всем, вот, что называется, соблюдением канонов, потому что, ну, они все делают по красоте. Вот здесь, на мой взгляд, все идеально. Все круто. К чему придраться? Да, собственно, ни к чему. Понятное дело, что хотелось бы там водозащиту 100 метров, да, или сапфировое стекло, но, опять же, и цена, с учетом того, что сделано в Германии, ну, цена очень даже демократичная. На моем запястье 18,5 смотрится очень аккуратно эта модель. Классика. Для тех, кто любит день недели, дату, здесь все есть. Тонкие стрелки, правильной длины, очень хорошо читается время. Достаточно такие короткие ушки, и мне нравится, что они очень близко к корпусу делают ремешок. То есть ушки, ну, миллиметра 3-4, да, а ремешок прям вплотную. Поэтому очень аккуратная посадка на запястье. Классная модель, прям шик. Единственное, наверное, что бы я хотел здесь, это не крокодил, не блестящий, а матовое что-нибудь прям спокойное. Ну, как бы, что есть в базе, то есть. Если что, можно всегда поставить то, что больше нравится.
Aviate это противоположно. Здесь кварц, здесь объемные, посмотрите, какие красивые метки. Здесь супер крутая читаемость, прям очень круто. Швейцарская суперлюминова, минералка, 50 метров, как я уже говорил, да, достаточно крупная, 43,5. От ушка до ушка 50 миллиметров, то есть на моем запястье 18,5. Ну, крупные часы, понятное дело, хронограф. Объемный циферблат. Мне нравится этот эффект, когда утопленные здесь субциферблаты, накладная такая dual time, да, как бы надпись здесь, дощечка прилепленная, глубоко дата расположена, накладные метки объемные, покрытые люминофором, шикарная читаемость, здесь, конечно, круто. Ну, Aviate любит авиационную тематику, любит такую вот современную, либо тематику примерно 40-х годов, и у них она обычно получается классно. Здесь круто. Здесь универсальная модель, в принципе, на среднее, на крупное запястье, с шикарной читаемостью. Здесь такой хороший, правильный, объемный циферблат, достаточно современный, но при этом с нотками винтажа. Прикольно, слушайте, мне нравится. Забавно, что на официальном сайте они заявлены как хронограф, но по сути дела здесь часы GMT, здесь 2 часовых пояса. То есть, если мы посмотрим часовой пояс слева, он управляется именно кнопками. Здесь мы можем поднастроить показания. Кнопка у отметки 2 часа, она стрелку ведет назад. Кнопка у отметки 4 часа, она стрелку ведет, наоборот, вперед. И, собственно, основной показатель, это вот главная секундная, минутная и часовая стрелка. Они показывают основное время. Ну и индикация у отметки 3 часа, субциферблат, он дублирует эту стрелку. То есть у нас 2 часовых пояса. Прикольно, наглядно, красиво, удобно. Ну и, по сути дела, это тот показатель, который вам реально нужен, если вы часто меняете часовые пояса, куда-то там в командировке, в отпуск и так далее ездите. Это прикольно, это наглядно, удобно. Ну и хронограф глобально здесь вот прям не нужен. Здесь классно вот эти 2 показателя. Выглядит круто, выглядит солидно, мне в этом плане нравится. В основном корпус в противоположность от Zeppelin. Здесь все зеркальная полировка, здесь все сатинирование. И по браслету, и по основной части корпуса, в принципе, нигде нет никакой зеркальной полировки. Крупный, современный такой вот Dual Time модель в кварцевом варианте исполнения. Приятно, интересно, необычно. Aviate, как всегда, делает какие-то такие прям прикольные няшечки, и всегда каждый, наверное, покупатель может себе что-то интересное найти от Aviate. Накладные объемные цифры, глубокие утопленные субциферблаты, красиво. Циферблат прикольный, у Aviate сделано интересно. Нравится такая вот тематика, мне кажется, прям неплохо, интересно сделано. Если поговорим про Zeppelin, здесь прям противоположность. И механика, и зеркальная полировка, и винтаж. Все здесь есть. По исполнению вопросов никаких нет. Миоточка у нас здесь. Ну и ремешок. Ну и что по итогам? Абсолютно противоположные часы и по дизайну, и по восприятию, да и в принципе и по цене, механика и кварц. Но, с другой стороны, это пилоты. Если вам нравится что-то более винтажное, почему бы не Zeppelin? Более современная кварцевая, почему бы не Aviate? Напишите, какая из моделей вам нравится больше, что из Zeppelin или Aviate у вас есть в коллекции, что стоит показать на обзоре. На этом у меня все. Всем пока, с вами был Дэн. Конечно же, увидимся.